Всем привет, ребят, с вами 9 класс Parivision. Сегодня я вам расскажу о метавых-героях, как ставить линию. На фоне этого мы разберем игру Whitemon из Тундры. Приятного просмотра. Я считаю, что сейчас самыми метовыми героями на четверку являются Bounty Hunter, Tusk, может быть какой-то Slark. В общем, плотные милишники, которые могут пулить, которых не остановить. Bounty Hunter, например, 8 брони, 325 армора, плюс 325 мувспида, плюс инвиз. То же самое Tusk, который с пассивкой, он замедляет тебе атаку, 5 армора. Вот типа таких героев плотных. Slark тоже может прыгнуть, много армора. Тут недавно вышел вот патч и затронули Доминатор, то что сейчас Monkey King и Slark начали по-другому играться, например. Апнули Скаймага начали пикать, и Худвинг, по-моему, порезали. Да, тут ей урон срезали, поэтому ее реже начали пикать. Остальные все то же самое, по сути. Появились Tusk, БХ, потому что всех пофиксили, они просто сильные на фоне других. Я бы посоветовал для поднятия рейтинга пикать Bounty Hunter, потому что герой уникальный, в паблике инвиз не контрится, дает голду тиммейтам, много фрагов в паблике, а голда распространяется на команду. Я думаю, Bounty Hunter очень сильно. На четверке в начале игры я люблю закупать ботинок и танка, чтобы быстрее пулить, танк, чтобы ты не умер в моменте. Можно покупить ботинок там и сентри, чтобы еще заблочить сразу small camp, либо big camp, либо попросить пятерки запулить тебе. Можно еще там купить гранату. В основном я довожу это с курьеров, но основа это ботинок, чтобы пулить, и танка. По игре я, кроме сапога и танка, вообще никогда ничего не беру, потому что так сейчас эффективнее всего играть в доту. Просто пулить. Очень редко, когда там можно купить цирклетку 3 ветки и ставить линию. Но все зависит от твоих героев, все зависит от вражеских героев. По игре я люблю всегда покупать более активные предметы, типа даггера на себя, там БКБ, линзы, глиммер почти там никогда не покупаю, форстав тоже не люблю. В целом, я думаю, это предметы для пятерки. На четверке тебе надо больше уметь скейлить своего героя, то есть даже на бейне какой-нибудь купить даггер Аганим и играть на себя, на свой нетворс. Четверка должна всегда скейлиться. Каждый играет по-разному. Я так люблю играть. Вот тут Whitemon исполняет роль четверки, они свапнулись линиями, и все, что он делает, это пытается свести линию в 50 на 50 против гирокоптера, потому что он знает, что он не победит эту линию, поэтому он просто хочет пулить. Он уже заблочил сентриком бикэмп, потому что гирокоптер будет пушить флэком, и они будут пулить сюда. Сейчас он хочет просто выпулить еще и заблочить смолкэмп. Он все делает правильно. Тут он чуть-чуть ошибся, потому что рано повел рейнджа, и в итоге заспавнился смол, но в целом не критично. Дальше он сводит пачку. Я люблю сводить на 4, он свел на 2, в целом без разницы. Дальше он хочет просто заблочить опять смол. Тоже в целом правильно, он разбивает смол, разбивает сентряк, чтобы потом он не мешался. И доносит ресурсы у него в курице уже 3 танга, смотрит под мидом, может помочь, не может. Он сейчас придет, дальше будет пулить, дальше будет блочить смол, даст танга Тимбер, чтобы он мог соло стоять. И также он будет стакать бикэмп. По сути, тут такой геймплей всегда одноразовый такой. Идентичный, где ты на четверке просто пулишь и просто стакаешь, смотришь под мидом. Ничего не придумываешь. Вот у него танк закончился, он еще опять приносит для Тимбера. То есть он делает упор на помощь кору и просто пулит. В паблике я бы посоветовал делать то же самое, потому что вся мета на просейн идет из пабликов. В пабликах это абузится, все точно так же пулится на хай-рейтингах. По сути, ничего не меняется. Так, чтобы понять то, что Whitemon и в целом на четверке ты хорошо отыграл линию, это достаточно посмотреть нетворсы.
Тут у него не такой большой разрыв на Тимбере относительно Гирокоптера, учитывая то, что он стоит в тяжелый матчап. И ты видишь, что у Тимбера в целом хорошая игра, у него левел 4, как у Гирокоптера. В целом делаешь, как ты анализируешь, смотришь на свою тройку и смотришь на вражеского кора. Если у твоей тройки все хорошо, значит ты помог ему, ты популил, ты сделал все правильно. Плюс у тебя еще тут должны быть стаки, которые он потом закачает. Плюс ты не должен проиграть файт за Wisdom руну. То есть если ты ее заберешь, то у тебя точно все хорошо, и ты хорошо поставил линию. Если линия заведомо проигрывается, ты всегда можешь пулить, просто бесконечно каждую минуту просто приходить, забирать пачку и уносить ее между таверов. Как это, тут линии и так заведомо проиграны, они как раз это и делают. Если там совсем все плохо, ты можешь пойти в триплу и стоять втроем против двоих, и можешь кого-то убить. И подойти под мид, помочь. Я думаю, что с линии уже можно перемещаться после 7-й минуты, когда ты забрал Wisdom, потому что вот как делает Whitemount, тебе уже в топе делать нечего, ты уже все, что тут можно, сделал, и популил, и забрал Wisdom, и постакал. То он забрал Wisdom и сразу полетел куда-то, сразу помогать. Дальше момент будет, когда у тебя будет 6-й левел. Когда ты получишь 6-й левел, ты тоже уже можешь нажать смог, найти кого-то, на любом герое, то Hoodwink, там Никс, Бейн. Когда у тебя есть ульт, ты уже можешь куда-то уходить. До этого тайминга, я думаю, надо просто стоять и качаться. 6-й левел нужно получать, когда... Можно попросить линию на миду, но можно и попросить в боте, если там у тебя керри может пойти в лес. Можно и в топе, если оффлейнер может фармить твои стаки пока что, ты можешь качать линию. Все зависит от момента. Если у тебя есть герой, который легко фармит стаки, типа Тимбера с ультой, он их легко закачает, там какой-то... На тебя и был Шейкер, Сэнд Кинги, тебе надо всегда стакать, потому что эти герои любят прийти, зафармить, получить 3 левела с них. Плюс ты получаешь 2 левела со стаков где-то и получаешь голду. Поэтому, если есть у тебя герой, который может зафармить эти стаки, то ты должен всегда стакать. Если у тебя нет этого героя, то лучше не стакать, потому что придет какой-то гирокоптер и сам их зафармит, и это будет опасно. Совет я бы дал просто играть много пабликов, играть на метовых героях, смотреть за метой, следить за метой, что пикают на профессиональной сцене. И много играть, я думаю. Все. Новые билды, там, на каких-то новых для себя персонажей я нахожу на Dota 2 Pro Tracker, потому что там все в кучку выделено. Просто смотрю, что там покупают на первую, условно, позицию, там, на третью или на миду на этом герое, чтобы посмотреть, как герой скейлится. А так, в целом, на своих героях я и так все знаю, что уже покупается там. Словно если какой-то это новый для меня герой, типа Тимбера, того же на 4-ку. Вот, можно оттуда посмотреть легко. Я бы посоветовал смотреть за сейвом. Думаю, он хорошо исполняет, он хорошо нажимает кнопки, и он хорошо перемещается по карте. То есть вы можете посмотреть, как он стоит линию и что он делает после того, как он получил левел 6. Я просто играю каждый день где-то по 5 игр в день, а может и больше. Плюс я играю с командой Кланвары по 4 в день. Поэтому в целом тебе нужно просто каждый день играть, чтобы не забывать то, что происходит в доте, не забывать, как нажимать кнопки, быть всегда в форме. Если я устал, я не играю там один день, что-то делаю. Может, там вечером все равно зайду, пару раз сыграю. В основном я могу там пойти погулять, или там книжку почитать, или фильм посмотреть. Или просто, если у меня там времени нет по делам. То есть, да. Но я это очень редко, когда не играю. В основном я каждый день играю. В паблике можете, если у вас нет командных разборов, можете смотреть реплеи профессиональных игр, можете смотреть реплеи своих игр. И на этом все. Применяйте мои советы в пабликах, и я уверен, что вы улучшите свою игру на саппорте. В целом, вы должны просто знать базу, то, что вам всегда нужно будет пулить, покупать саппорт танка, покупать сентики, чтобы блочить, покупать больше ресурсов на линию, чтобы давать своей тройке. Не забывать стакать, не продавать свою Wisdom руну, просить линию, чтобы получить левел 6. После того, как вы получите, можете гангать, куда угодно, перемещаться, и я думаю, у вас все получится. Так что спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и болейте за Parivision.